Всем привет! Сегодня давайте посмотрим чакры ваши, да? Какая чакра заблокирована, что делать, как быть и так далее. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Кстати, в манифесте на Бусти вы сможете каждую чакру сбалансировать, почистить, защиты поставить. Это на Бусти на уровне манифест. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Первая карта. Это какая чакра, остальные читаем парно. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я куда-то не туда не ушел, куда-то чего-то не забыл. Какая чакра сейчас заблокирована? Ну, у тебя полный крах с интуицией. Твоя шестая чакра, она так забита, что ты не чувствуешь людей, не видишь их настоящих намерений. И ты не понимаешь, когда тебя обманывают. Вот ты на данный момент это магнит для всяких, как сказать, обманщиков. То тебя мужик за нос водил долго, а ты там до последнего верила в его сказки, да? То еще кто-то тебя обманывает. Это и есть аджна заблокирована, шестая чакра. Ты стала как слепой котенок. Раньше ты людей чувствовала нутром, понимала, как говорится, кто чего стоит, а сейчас веришь всему, что тебе говорят. Коллега обещает там помочь, да? Ты надеешься. Подруга клянется, что там не расскажет твой секрет или там деньги отдаст вовремя, ты доверяешь. А потом по шапке получаешь и удивляешься, почему так. Это твой внутренний радар сломался. Ты не можешь отличить сейчас правду от лжи. Искренность не можешь отличить от притворства. Люди тебе могут нести полную чушь, а ты киваешь и соглашаешься. Потому что ты не слышишь сейчас свой внутренний голос, который раньше тебя всегда предупреждал об опасностях. И знаки ты перестала видеть. Вселенная постоянно тебе подает сигналы, там, какую дорогу выбрать, с кем общаться, чего избежать, но ты это все игнорируешь, потому что третий глаз закрыт, шестая чакра. Ты живешь сейчас только логикой, но логика, она не всегда работает там в отношениях с людьми. И самое главное, ты потеряла связь со своей мудростью. Раньше ты могла там посидеть в тишине, понять, чего там делать дальше. А сейчас ты как белка в колесе бежишь и не можешь ответы найти. Потому что ответы, они же приходят через интуицию, а она у тебя спит заблокированная. Почему эта чакра вышла из баланса? Ну, знаешь, ты решила стать вот позитивной девочкой. Везде улыбаешься, всем рассказываешь, как у тебя хорошо, шутишь, веселишься и так далее. Даже когда на душе паршиво, ты все равно изображаешь солнышко. Думаешь, что так ты привлечешь к себе хороших людей. Но нет, внутри-то у тебя война. Ты злишься на тех, кто тебя использует, обижаешься на подруг, которые не ценят, ты за работу переживаешь постоянно. А наружу ты показываешь только радость. Вот этот конфликт между внутренним состоянием и внешней маской, он и заблокировал твою интуицию. Ты привыкла всех побеждать своей добротой. Когда кто-то с тобой плохо общается, ты не даешь отпор, ты становишься еще милее. Думаешь, что ты так там сердца их растопишь, но люди это воспринимают как слабость и начинают тебя еще больше использовать. Твоя интуиция молчит, потому что ты ее не слушаешь. Она пытается предупредить тебя там об опасности и так далее. А ты говоришь, ну не буду же я такой подозрительный. Этот же человек, он хороший человек.
Интуиция тебе красные флажки там танцует, показывает, а ты игнорируешь, потому что ты не хочешь быть злой. И вот твоя шестая чакра, она заблокировалась от вот этого переизбытка фальшивого позитива. Ты так старалась быть хорошей для всех, что ты просто перестала быть настоящей для себя. А интуиция работает только с честными эмоциями. И пока ты будешь врать себе о своих чувствах, третий глаз, он так и будет спать, как говорится. Как вернуть чакре равновесие? Ну, знаешь, тебе нужно стать вот как ребенок, который первый раз влюбился. Вот помнишь вот это состояние, когда вот сердце настежь открыто, ты в чудеса веришь, каждый день там что-то новое приносит. Вот к этой чистоте чувств тебе и нужно вернуться. Перестань быть циничной и разочарованной. Начни мечтать. Не о том, что вот было бы неплохо, а по-настоящему мечтать. О большой любви, о путешествиях, о том доме, где ты вот мечтаешь там старость, например, провести, да? Позволь себе снова поверить, что все это возможно. Твоя интуиция заработает, когда ты снова откроешь сердце для надежды. Для надежды, а не для всех подряд. Свою звезду еще также нужно найти. То есть, объясню, ту цель, которая тебя вот по жизни будет вести, нужно найти. Не работа, не деньги, а вот что-то больше. То вот ради чего ты готов просыпаться каждое утро. Когда у человека есть путеводная звезда, интуиция автоматически настраивается на нужную волну. Понимаешь? И перестань анализировать каждое чувство. Ты привыкла все по полочкам раскладывать и так далее, потому что вот, как сказать, потому что вот так вот. Как называется человек, который вот все в алфавитном порядке-то раскладывает? Забыл слово. Вот забыл. В общем, очень важно окружить себя красотой. В музей ходи, музыку хорошую слушай, читай там стихи, смотри на закаты. Шестая чакра, она питается прекрасно. Когда ты наполняешь жизнь красотой, интуиция пробуждается, причем естественным образом. Потому что красота и мудрость — это часть одного целого, понимаешь? Совет. Ну, знаешь, когда ты восстановишь интуицию, то начни строить план на будущее. Но не детальные схемы, а вот общие направления. Куда ты хочешь двигаться, с кем ты хочешь быть, чего ты хочешь добиться. Твоя интуиция прозревшая, она поможет выбрать правильный путь из вот этих множества вариантов. Но при этом перестань мучить себя вот этими бесконечными размышлениями. Ты слишком много думаешь о том, что было, там, что будет и так далее. Что люди сказали. Вот эта мысленная жвачка, она отнимает у тебя всю энергию, мешает слышать твой внутренний голос. И научись голову отключать. Когда чувствуешь, что ты начинаешь себя накручивать, сразу переключайся на что-то физическое. Там, иди гулять, делай уборку, пыль протери, еду готовь. Руки должны быть заняты, а голова отдыхать. И вот только в тишине можно услышать голос интуиции, понимаешь? Когда вот мыслей вот этих паразитных нету. И перестань бояться своих предчувствий. Если, знаешь, вот если чувствуешь, что за человеком что-то не так, да, доверься этому ощущению. Если интуиция тебе говорит там «не ходи туда», то не ходи. Если голос вот этот внутренний говорит «это твой шанс», то действуй. Чем больше ты будешь доверять интуиции, тем она четче и будет работать. Понимаешь? И восстановленная чакра, вот эта шестая, да, она даст тебе суперсилу. Ты будешь видеть людей насквозь, чувствовать ложь за километр и события предугадывать. Но пользоваться этой силой нужно, конечно, мудро. Не для того, чтобы там всех судить, а чтобы себя защищать. И помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Но мне тут больше тебе сказать нечего, мы переходим ко второму варианту.
Двоечки поняли, да, уже седьмая чакра. Но сразу давайте вступление, да, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я куда-то не туда не ушел, чего-то не забыл, и вы уже сами поняли, что проблема с седьмой чакрой. То есть ты потеряла связь с высшим смыслом жизни. Раньше вот ты верила, что жизнь имеет какую-то особую цель, что там, что ты здесь не просто так, а сейчас ты как зомби живешь. Встала, поработала, поела, спать легла. И каждый день так, без всякого понимания, зачем все это. Ты перестала поддержку свыше чувствовать. Раньше вот, когда трудно было, ты знала, есть что-то большее, что тебя ведет и защищает. Там молилась, медитировала, разговаривала с Богом. А сейчас вот чувствуешь себя одной во Вселенной. Никто тебе не поможет, никто не подскажет, рассчитывать можно только на себя. И вот ты стала отстаивать свою территорию от всех подряд. На работе там борешься за свое место, дома защищаешь личное пространство, в отношениях отбиваешься от тех, кто хочет тебя изменить. Постоянно в обороне, постоянно готова к атаке. И вот эта бесконечная борьба, она выжила из тебя, вот все соки выжрала. А еще ты потеряла веру в то, что жизнь может быть там легкой и радостной. Ты думаешь, что счастье это для других, а тебе суждено всю жизнь там выживать, бороться, защищаться. Весь мир против меня. Ты думаешь, что нужно постоянно что-то доказывать, за что-то бороться, кого-то побеждать. Вот эта установка, то есть жизнь это борьба, да, она и заблокировала твою коронную чакру. Твоя связь с космосом, она прервалась, потому что ты перестала быть открытой к чудесам. Ждешь только плохого, готовишься только к худшему, и это, как называется человек, который-то не пессимист, а, забыл. Человек, который вот говорит, о, Таро, это говно. Как называется вот? А все равно смотрит. Забыл, как называется. Ну ты вот этот вот человек. Не пессимист. Я слово забыл. Ну ладно, неважно. Забыл, значит, так надо было. В итоге седьмая чакра же работает она только у тех, кто верит в магию. Да, в магию жизни. В то, что все происходит к лучшему. Даже сейчас, если этого не видно. А ты в эту магию не веришь. Я забыл это слово, как называется. Но ты меня поняла. Почему эта чакра из баланса вышла? Ну, бесконечные битвы. Последние годы ты воевала со всем миром. С начальством, с родителями, с мужем, с парнем, с соседями, со всеми. Каждый день приходилось что-то отстаивать, что-то там доказывать, за что-то бороться. Ты дралась за каждую копейку, даже за каждую минутку своего времени. И вот ты дошла до точки полного истощения. У тебя больше нет сил воевать. Но ты не знаешь, как по-другому жить. Ты привыкла быть в напряжении, всегда готова к атаке. А расслабиться страшно. Потому что кажется, что если вот эту охрану отпустишь, да, то тебя сразу же съедят. И параллельно с этой волной ты пыталась создать стабильность. Там квартиру, накопила денег, обустроила дом. Думала, что когда все будет под контролем, тогда и сможешь расслабиться. Но чем больше у тебя стало благ материальных, тем больше стало страхов их потерять. Вокруг себя крепость построила из вещей. Не только из вещей, из правил, из обязательств, из всего. У тебя есть четкий распорядок дня, у тебя есть планы на год вперед. Подушка безопасности на черный день хорошо, что есть. Все просчитано, все предусмотрено, все по полочкам в алфавитном порядке. Забыл, как этот человек называется, представляешь? Слово забыл. Ну, ты поняла. Вот. Но в этой же крепости нет места для спонтанности. Для чуда тоже нет. Для божественного вмешательства нет там места.
Твоя чакра седьмая, она заблокировалась, потому что ты сделала ставку на материальное, а не на духовное. Ты решила, что безопасность важнее веры, что деньги надежнее молитв, что планы там лучше доверия судьбе. И чем крепче ты держалась за свою стабильность, тем дальше ты уходила от связи с высшими силами. Как вернуть чакре равновесие? Побеждать начать. Но не в смысле кого-то там давить, а в смысле преодолевать свои страхи и ограничения. Каждый день делай что-то что раньше казалось тебе невозможным. Познакомься с новым человеком. Новое хобби попробуй. Поедь в незнакомое место на прогулку. А еще тебе нужно, знаешь, научиться принимать сложные решения, причем быстро. Ты привыкла все обдумывать там месяцами, все за против взвешивать, советоваться со всеми подряд, а потом время уходит и возможность пропадает. Начни доверять своей первой реакции, потому что она часто правильная. И знаешь, очень важно перестань раздваиваться. У тебя в голове постоянно идет борьба между разумом и сердцем, между тем, что хочется, и тем, что нужно. И ты мечешься между этими противоположностями и не можешь выбрать. А седьмая чакра, она тогда работает, когда ты целостная, понимаешь? Начни праздновать свои победы маленькие. Ты привыкла замечать только проблемы и неудачи. А когда что-то получается, то ты думаешь это само собой так. Нет, не само собой. Каждая твоя победа – это результат твоих усилий, и ее нужно отмечать. Понимаешь? Еще одна важная вещь – перестань ждать разрешения на свое счастье. Ты себе его не разрешаешь сама. Ты думаешь, что сначала нужно решить все проблемы, заработать достаточно денег, найти идеального мужика, а потом уже можно быть счастливой. Но счастье – это ж не награда за страдания. Это твое естественное состояние. Поэтому разреши себе быть счастливой прямо сию секунду. Со всеми проблемами, недостатками разреши. Совет. Знаешь, когда восстановишь связь с этой чакрой, тебе придется сделать важный выбор между двумя путями жизни, материальным и духовным. Ты просто поймешь, что нельзя одинаково сильно стремиться и к деньгам, и к просветлению. Что-то одно должно стать приоритетом. И появится мужчина, который поможет тебе разобраться в твоих чувствах. Это будет зрелый, мудрый человек, который уже прошел свой путь духовный. Он не будет тебя учить или давить. Но знаешь, он своим примером покажет, как можно жить в гармонии с собой и с миром. И этот мужчина, он тебя научит быть мягкой, не теряя сил. Знаешь, потому что можно быть открытой, не становясь уязвимой. А у тебя же как? Если дед говорит, что сердце надо открыть, значит уязвимой стать. Нет. Между этими словами нет знака «равно». Можно жизни доверять, не теряя бдительности. И этот мужик, он станет для тебя мостиком между старой жизнью, где ты со всеми воевала, и новой, где ты будешь сотрудничать со Вселенной. Но выбор всегда за тобой. Ты можешь остаться в своей крепости, из материальных благ и прочего. А можешь рискнуть и открыться для высших энергий. Довериться тому, что у Вселенной там есть на тебя план. И этот план, он лучше, чем твои собственные планы. И твоя седьмая чакра, она откроется, когда ты поймешь простую истину. Ты не одна в этом мире. Есть силы, которые тебя любят, которые тебя поддерживают. Ты не одна во Вселенной. Есть энергии, которые готовы тебе помочь. Нужно только перестать воевать с жизнью и начать с ней танцевать. Понимаешь? Обязательно подпишись на канал, если не подписан, жмякай на колокольчик и приходи в манифест. Там ты сможешь научиться
чистить чакры и защиты ставить. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. А мы переходим к третьему варианту. Троечки-затейницы, вы уже сами все поняли, да, потому что вы у меня умнички были когда-то. Сразу говорю, передо мной бумажка с вопросами. Первая карта — это какая чакра, остальные карты читаем парно. А у тебя нет проблем с чакрами. Ты в прекрасном энергетическом состоянии. Все 7 центров работают как часики. Никаких блоков, никаких перекосов. Ты вот как ребенок, который только что родился. Чистая, открытая, ко всему готовая. Твоя энергия, она сейчас свободно течет, без зажимов, без остановок и без прочего. А баланс почему? Потому что ты не цепляешься за прошлое и не боишься будущего. Живешь здесь и сейчас. Принимаешь жизнь такой, какая она есть. Не пытаешься все вот это контролировать и планы не строишь на год вперед. Ты просто идешь по жизни. Как говорится, легко и с доверием. И ты тут, скорее всего, даже, как говорится, шута уже проработала, все взяла от него, и вот оно. И у тебя, кстати, потрясающая способность начинать все заново. С подругой поругалась, обиду не держишь. На работе не получилось, не расстраиваешься. Отношения закончились, ты тоже не плачешь. Ты умеешь отпускать старое и новому открываться. Поэтому твоя энергия такая чистая. Еще ты не боишься самой собой быть. Многие люди, они блокируют свои чакры, пытаясь соответствовать каким-то там чужим ожиданиям. А люди так должны, я тоже так буду. А ты вот просто живешь, как чувствуешь. Не стесняешься ни своих эмоций, свои желания не прячешь, не играешь вот эти роли, маски и так далее. Это не про тебя. Твоя искренность дает тебе вот эту мощную энергетику. Твоя сила в том, что ты не усложняешь жизнь. Другие люди создают себе кучу проблем из ничего, да? А ты берешь и проблемы вот просто решаешь по мере поступления. Не накручиваешь себя, лишнего не надумываешь, подвохов не ищешь там, где их нет. Как продолжать держать баланс? Ну, знаешь, у тебя он и так потрясающий, но тебе нужно держаться традиций. Вот не тех, которые там общество навязывает, да, а вот тех, которые работают лично для тебя. То есть вот свои личные ритуалы. Например, там кофе по утрам, да, ванна вечером со свечечкой какой-нибудь, с красивенькой, прогулки по парку. Это все твоя энергетическая гигиена. И знаешь, очень важно, не меняй кардинально свой образ жизни. Ты формулу нашла, которая работает. У тебя есть режим дня, есть люди, которые тебя поддерживают, есть занятия, которые радость приносят. Не нужно все вот это ломать в погоне за чем-то там эфемерным. Иногда лучше это, как говорится, ничего не менять. И начатые дела завершай. Потому что ты легкая, ты подвижна, и ты иногда бросаешь чего-то там, какие-нибудь проекты свои на полпути, когда появляется что-то более интересное. Но знаешь, незавершенные дела не создают энергетический мусор. Поэтому доводи до конца то, за что взялась, а потом уже переходи к новому. Потому что не заканчиваешь вот этот энергетический мусор. Накапливается, 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 а потом фигась и нет ничего. То есть ни там денег, ни желания, ни новых перспектив. Твоя задача стать, знаешь, мудрой наставницей для других. У тебя такая чистая энергетика, что люди сами к тебе тянутся там за советы, за поддержкой и так далее.
Не отказывай им. Но и не позволяй, конечно, сливать твою энергию и сажаться тебе на шею. Как улучшить это все? Для улучшения стань хозяйкой своих ресурсов. Вот смотри, объясню. Ты щедрая душа. Ты любишь всех угощать, всем помогать, все раздавать и так далее. Но пора научиться беречь свою энергию, тратить ее разумно. Не на всех подряд, а вот на тех, кто это действительно заслуживает. Начни контролировать свои эмоциональные границы. Потому что ты такая открытая, что люди иногда пользуются твоей добротой. Приходят там в жилетку поплакаться, просят совета, а потом исчезают до следующего кризиса. Научись говорить «нет» вот этим энергетическим вампирам, даже если они тебе там симпатичны. Еще тебе нужно свою внутреннюю силу развивать. Не агрессию, а вот именно силу. То есть умение там отставить свои интересы, не поддаваться там на манипуляции, спокойствие сохранять там в сложных каких-то ситуациях. У тебя есть природная мощь, но ты ее вот не всегда используешь, поэтому пора это исправить. Совет. Ну, знаешь, тут главная опасность в том у тебя, что ты можешь попасть под влияние дьявола, да, сильной личности. Твоя открытость, твоя доверчивость, они привлекают же не только хороших людей. А рядом с тобой может появиться кто-то, кто захочет тебя контролировать, использовать твою энергию в своих целях. Поэтому будь осторожна с такими вот, знаешь, вот харизматичными людьми, которые обещают изменить твою жизнь. Но и хорошая новость есть. У тебя появится скоро возможность серьезно улучшить свое материальное положение. Новая работа, дополнительный доход, там выгодная сделка, что-то, что принесет тебе деньги. Твоя чистая энергетика, она притягивает изобилие. Нужно только его правильно использовать. И, конечно, не теряй свою естественность. Потому что в погоне вот за успехом, за деньгами можно стать жесткой, да, расчетливой. Не становись такой. Твоя сила именно в том, что ты остаешься живой, человечной, открытой, понимаешь? Но, конечно, с умом помогая, а не от жалости какой-либо. Ну, тут мне даже про тебя сказать нечего. Твоя задача на ближайшее время — это там найти баланс между щедростью и разумностью. Людям помогать, но не в ущерб себе. И быть открытой, но никак не наивной. У тебя тут все хорошо по чакрам. Чего мне тут говорить? Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед всегда рядом.